Пожалуйста, Тарасов Павел Михайлович, до 5 минут. Да, очень странно, что у нас сейчас уже замечания даже к слову обнулись, возникают, но при этом к содержанию этого вопроса почему-то замечаний нету. К содержанию вопроса переходя, что следует отметить? Первое, это откровенный антиконституционный переворот. И это не мое мнение. То определение Конституционного суда от 5 ноября 1998 года, номер 134О, прямо говорит, что Конституции перерасчет количества сроков, проведенных в кресле президента, не соответствует. Это не мое мнение, это определение Конституционного суда. Можно даже не запрашивать заново. Уже принято решение, что это не соответствует Конституции. Второе. Фактическое переподчинение судебной системы президенту, то есть разделение властей, и так последние годы являвшееся достаточно призрачным, окончательно хоронится. И из сверхпрезидентской республики мы приходим практически к диктатуре. Вопрос. Нам предлагают выбирать. Проголосуйте либо то, либо то. А чем та Конституция? Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Спасибо. Принятое под грохот танковых пушек и расстрел парламента, принятое тоже не референдумом, а непонятным, незаконным, так называемым всенародным голосованием, будет отличаться от такой же жульнической поправки в Конституцию, которую протаскивают сейчас с нарушением всех норм, правил и законов. По мне, на вопрос, что из этого хуже, нужно отвечать оба хуже. Потому что не следует не отстаивать старую Конституцию, которая фактически привела Путина к диктаторскому положению, так и новые поправки, которые еще укрепляют его личную власть, также поддерживать не следует. Касаемо голосования. Кто будет проводить это голосование? Московская городская избирательная комиссия? Валентин Павлович Горбунов, которому мы в этом зале уже, наверное, с десяток раз высказывали свое недоверие, и при этом никакой реакции на это нет. Он даже не соизволил нас здесь посетить и дать ответ на те вопросы, которые имеются у депутатов Московского парламента. Не говоря уж про те нарушения, которые были даже только на последней кампании, не говоря про все предыдущее. Можем ли мы доверять тем результатам, которые будут нарисованы в ходе этого псевдоголосования? Конечно, не можем. Вся процедура этого псевдоголосования заточена на то, чтобы ни один субъект политического процесса не мог никаким образом контролировать происходящее на этом голосовании. Не будет ни наблюдателей, ни прессы, ни даже нормальной организации работы комиссий. Нет законных рамок. Это не идет в рамках закона о референдуме. В принципе, невозможно будет проследить, как проголосовали избиратели. От людей требуется просто: придите, сделайте массовку, а мы за вас нарисуем на потолке абсолютно выдуманные цифры, явки и результаты. Будет ли это иметь хоть какое-то общественное доверие? Я абсолютно уверен, что нет. Я повторюсь, Терешкова, когда спрашивала, как она говорит, избирателей, и по их требованиям вносила это предложение, я абсолютно уверен, что она неправильно поняла требования избирателей о пожизненном сроке для Путина и сенаторов. Большинство избирателей под этим подразумевали совершенно другие вещи. Кто в этом заинтересован? Те самые люди, которые сейчас обвалили рубль, которые бездарной работой по переговорам по ОПЕК+, свалили и цену нефти, и курс рубля, и нашу экономику уже снова возвращают в кризис. Это те, кто годами наживался на коррупции. Это ближайшее окружение президента. И сейчас именно они дерутся за продление его президентского срока, потому что им нужно сохранить себя и возможность наживаться от большой кормушки, которой они воспринимают бюджет. И в этой вакханалии участвовать принципиально недопустимо.
Да, я продолжу тоже мысли своих товарищей, и я имею в виду депутатов-коммунистов. Читайте Маркса. Если вы не знали, что будет кризис, читайте Маркса и действительно имейте пакет, 2 пакета. Один кризисных мер, а во втором билеты, чтобы улететь из этой страны, может попытаться. В сейфе держите на всякий случай, потому что действительно все к этому идет с вашей регулированном ручном режиме. Вот данный законопроект как раз и говорит о том, что вы пытаетесь регулировать в ручном режиме. Какие-то патенты для... Вы говорите, это тонкая материя? Какая тонкая материя? Когда правительство Примакова-Маслюкова поставили и сказали, через неделю зарплаты кончатся у всех, первое, что они сделали, они сказали, платить всем зарплаты, все, что есть, выкинуть, выпускать все равно, танки, кастрюли, никому не нужны БТРы, чтобы деньги пошли в экономику, заработает бизнес, заработают производители. Второе что? Это ограничить цены. Это наше, вот почему я не слышу об этом предложении. У нас бензин давным-давно, нефть рухнула, а бензин продолжает расти. Да вы сделайте одну попробуйте. Ограничить, сначала снизить, а потом зафиксировать цену на бензин. Какая будет огромная помощь производителю, какая будет огромная помощь предпринимателю, который будет перевозить эти товары. ЖКХ сфере, если вы на нефть и на топливно-энергетические ресурсы снизите цены и зафиксируете их. Нет, это та корова, классовая корова, которую вы лелеете для себя, а не для населения. Поэтому мы вновь внесли эти предложения, но вы их не слышите. Вы какой-то патент и пытаетесь за счет этого. Да вы поймите, предприниматель в конце концов просто поднимет цены, задерет их, как сейчас. Производитель будет гибнуть. Владимир Евгеньевич говорил, давайте производитель будет гибнуть. А вот накрутки, когда на яблочки, потому что они единственные, которые через окошко в селе теперь продаются, будет накрутка в 4-5 раз. На бензины различные ваши, извините, корпорации так и будут получать огромные зарплаты, потому что как же, их надо поддержать банки, надо поддержать даже вот этих лохотронщиков, которые устраивают торги на спорте и так далее. Вы их поддерживаете, а здесь мы пытаемся копейки вас попросить для производителя. Дайте населению, вы этого не делаете. Вот это говорит о том, что действительно абсолютно не готовы были ни правительство, ни региональное, ни федеральное. Как Ленин, помните, было? Куда же вы, эти социал-демократы, лезете? Стена-то перед вами, да гнилая стена. И ткнете, и она рухнет. Вот я очень опасаюсь, что при таких ваших деяниях действительно народ ткнет в эту стену, и все это рухнет. Поэтому я призываю... Депутат Зюбан Иван Леонидович. Александр Сергеевич, я по поведению, вот у нас коллеги выступают, мне кажется, вы там зачитываете регламент, но здесь надо уже зачитывать, мне кажется, статьей экстремизма попахивает, вот просто обратите на это внимание. И по вашему же замечанию к мандатной комиссии по поводу соблюдения регламента в отношении плакатов и всего остального вы сделали, ответа никакого нет, плакаты по-прежнему висят, ну давайте работать в едином правовом поле. Спасибо. Спасибо. Депутат Денисенко Станислав Владимирович. Да, спасибо. Интересно, конечно, по поводу нарушений, которые обозначают здесь. Да? Не забывайте, вы нарушили федеральный закон при выборе члена Совета Федерации, но не суть. Вот вопрос, который мы сегодня обсуждаем, я хотел бы сказать такую фразу, как «сытый голодного не разумеет». Вот если бы, наверное, члены правительства и все те бюджетники, которые призваны заниматься экстренной разработкой законов, которые бы обеспечили прохождение, минимизировали негативную часть от кризиса, наверное, потеряли бы в зарплате, то, наверное, сразу бы задумались о том, как же нужно разрабатывать, в какие сроки и для чего это нужно. А так-то, в общем-то, когда каждый месяц, что бы ты ни делал, тебе приходит заработная плата в немаленьком объеме, то и сверху-то на людей простых видится все в другом цвете. Можно же и месяц потратить, и 2, и 3, наверное, на разработку антикризисных мер. Ну ничего страшного, люди подождут. Понятное дело, что мы, конечно, как фракция ЛДПР сейчас поддержим те меры, которые предложены.
потому что мы уже неоднократно заявляли о том, что мы за любые меры поддержки. Но все же, я считаю, что они недостаточны, они малы, и то время, которое затрачивается сегодня на разработку, уходит зря. Вот мы в мерах, не знаю, будет, может быть, во втором пакете или нет, правительство области себя хоть как-то вообще ограничит в расходах, поможет бюджету. Мы говорим, бюджет тонкая материя. Так ограничьте себя в расходах. Может быть, это поможет. И эти средства переложите предпринимателям. И действительно хорошая идея в том, чтобы всех, кто получает, всех, кто работает по патентам, освободить или снизить до 1 рубля. Это правильно будет. А мы, получается, делаем все, но забываем о себе. Вот свои расходы правительство сохранять в полном объеме. Я не удивлюсь, если скоро еще и зарплату проиндексируют себе ввиду роста цен на продукты питания. Вот это меры поддержки, вот это правильно. Заботиться о себе и не заботиться о народе. Спасибо.